Ужасающая ситуация произошла в Курской области. Волонтер, которого звали Алексей, жил в деревне. Однажды он отправился пахать поле. По дороге Алексей встретился с женщиной, которая попросила о помощи. Мужчина не смог отказать знакомой и отправился вместе с ней. Как только мужчина оказался за воротами, он оцепенел и сразу забыл, зачем пришел в этот дом. В самом центре двора стояла грязная и наполовину разваленная будка. Из нее виднелся кусок толстой цепи. Чуть подальше стояла грязная собачья миска с какой-то помутневшей жидкостью. «Чья это будка?» – спросил Алексей. В ответ его знакомая рассмеялась и потянула за цепь. Из будки вылезло маленькое существо. Вес малыша не превышал килограмм, он был маленький и худой. Песик даже не мог стоять на ногах, у него не было сил. Собака смотрела на Алексея грустным взглядом, полным боли и отчаяния. «Я не могу понять, зачем ты ее держишь на цепи?» – спросил Алексей. «Как зачем? Чтобы гавкало. Надо же кому-то охранять дом». «Кто охранник?» Это крошечное создание, вскипел волонтер. Алексей представил, как эта малышка целый день тащит за собой эту толстую и тяжелую цепь, чтобы заслужить те помои, которые ей любезно дает его хозяйка. Алексей был волонтером уже давно. За годы своей деятельности он сталкивался с разными ситуациями. Однако ему никогда не приходилось видеть, чтобы килограммовую собачку держали на цепи. Также он не мог понять, почему собака настолько истощенная. Неужели нельзя нормально покормить своего питомца? Стоит отметить, что у этой женщины было свое хозяйство. К сожалению, подобная жестокость – нередкое явление. Животных специально кормят плохо. Кошкам не дают еду, чтобы они ловили мышей. Собак не кормят, чтобы они были более злыми и агрессивными по отношению к прохожим. К живым людям относятся потребительски. Это очень грустно. Малышка выглядела болезненной и изнеможенной. У нее дрожали лапы, а зубы стучали от страха. Алексей сразу сделал вывод, что долго тут Кроха не проживет в таких условиях. Мужчина высказал своей знакомой все, что о ней думает, и сказал, что забирает собаку. Сначала она не хотела отдавать малышку, ведь она остается без охранника. Однако Алексей был настроен решительно, и женщине пришлось отдать пса. «Подумаешь, найду такую же, обычная шавка, каких полно», — крикнула вслед односельчанка. Сначала Алексей забрал Манюню к себе, но она не могла у него оставаться долго. Дело в том, что в доме у мужчины жили более крупные животные. Потом Кроху забрали к себе девушки Юля и Света. Когда Манюня оказалась в тепле, среди других животных, она долго не могла привыкнуть к новой жизни. Крошка не знала, что можно получать заботу от человека. Наверное, она думала, что оказалась в сказочном сне, который скоро закончится. Манюня всегда искренне удивлялась, когда получала вкусную еду в чистой миске. Эта собака оказалась необычайно умной и способной. Она сразу поняла, куда следует справлять нужду. Быстро привыкла к горшку. Манюня до сих пор не поняла, что люди могут просто так проявлять заботу. Поэтому она старается отплатить за вкусную еду и заботу, охраняя других животных, которые живут вместе с ней. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.